Я рада вас приветствовать, дорогие друзья. Меня зовут Елена Георгиева, я живу в Санкт-Петербурге, и с Шолпан знакома, мы учились вместе в Академии квантовой психологии на первом потоке. Это было очень интересно, и с Шолпан я просто была очарована всегда твоей женственностью, твоей красотой, твоей добротой, вот такими качествами, которыми должна обладать женщина в первую очередь. И спасибо тебе огромное за твое приглашение, за наше взаимодействие вот уже на протяжении нескольких месяцев более тесное, нежели раньше. Елена, Я взаимно. рада видеть Екатерину и рада приветствовать тех, кто будет смотреть в записи эту передачу, эту запись этой нашей встречи. На самом деле, конечно, хотелось бы общаться, хотелось бы узнать, не просто вещать, вот, самореализация, как найти свое предназначение. На самом деле хотелось бы узнать, что люди, как люди это видят, как они к этому относятся и что добавить. Лучше добавлять к тому, что уже человеку известно, добавлять то, чего еще неизвестно. Потому что, вот смотрите, чтобы быть востребованной, чтобы реализовать свои таланты, да, и найти свое предназначение, наверное, нужно, во-первых, осознать четко, в какой области я буду этим заниматься, да, в какой области я буду реализовывать свои таланты. Вот. И, конечно, найти инструмент. И каждый из нас, кто-то в психологии реализуется. Вот мне бы хотелось просто узнать, вот здесь у нас Екатерина, а Шолпан я что-то знаю уже, да, а об Екатерине не знаю пока вообще ничего. И, Катя, если можно, буквально несколько слов о вас, и мы же случайно не оказываемся рядом друг с другом, да, вот Да, зачем мы сегодня вышли? И все что-то у нас как-то так. Ну, дело в том, что я сама по себе мама-домохозяйка, жена, занимаюсь бизнесом, у меня предпринимательство, прямые продажи. Вот. И я пришла в психосоматику буквально в апреле месяце, познакомилась как раз с Шолпан, проходил марафон у Танди, и мы там познакомились. Меня заинтересовала психосоматика, чтобы решить свои, скажем так, проблемы со здоровьем на тот момент. И я их решила благодаря психосоматике. Плюс еще я увлеклась, как бы я вижу, что я могу помочь людям через психосоматику, потому что у меня есть еще медицинское образование, а медиком я не хотела работать. И мне проще им помочь через психосоматику, чем через медицину. Да, Вот у Кати есть медицинское образование, и она все-таки потом ушла закончила на я высшее экономическое. финансы, ушла в финансы и вернулась в психосоматику, вернулась. Да. Вот так, смотрите, у нас есть определенное образование, да, определенные, но мы даже иногда не успеваем получить навыки, да, какие-то в освоении этой профессии, а нас заносит куда-то абсолютно в другую область, да, то есть вы занимаетесь прямыми продажами, да, есть какой-то инструмент, при помощи которого вы ведете свой бизнес, да, но плюс ко всему еще и вот психосоматика, как область психологии. Да, но на самом деле психология, конечно, помогает и в области прямых продаж, и вообще в жизни находить какие-то ответы на свои вопросы. Мои клиенты говорят, ты очень хороший психолог, ты умеешь убеждать. Я говорю, ну, есть такое. Да, это очень здорово, и в первую очередь для себя абсолютно с вами согласна, и даже в Академию квантовой психологии я пошла для того, чтобы какие-то свои вопросы решить, и это очень правильно, это очень здорово, потому что вот Шолпан, поехали. С фотографий с маленьких. Я родилась на Урале, в маленьком городке Копейске, в Челябинской области. Вот сейчас будет фотография моя, где я маленькая. Вот. И лет с 11, у меня две сестры старшие, нас трое у родителей. Но они оказались на Урале вот волею судьбы. То есть они не родились там, отец из Крыма, мама из Смоленска, а я родилась на Урале. Вот. И в 11 лет я приехала в Санкт-Петербург, тогда это был Ленинград, это было очень давно, и здесь сестра моя училась на юридическом факультете в Ленинградском государственном университете, и 5 лет я здесь с ней жила.
И, конечно, влюбилась в этот Ленинград, я только не могла понять, почему же он называется Ленинградом, вот ребенку не объяснишь. Я очень хотела жить в Санкт-Петербурге, я помню вот эти свои мысли от 11 до 14 лет, что я очень хочу жить в Санкт-Петербурге, в доме с большими окнами, с видом на Неву, на большую. И когда мне исполнилось 14 лет, сестра закончила университет, уехала в Одессу, там родились ее дети, там она уже и упокоилась, а меня родители не пустили учиться сюда, поскольку мне было 14 лет всего, я поступала в музыкальное училище, и они меня отправили в другой город учиться, там, где поближе, где они могли меня как-то курировать, вот, и я училась, и 45 лет не была в Санкт-Петербурге вообще. И потом, 5 лет назад, случилось то, о чем я немножечко попозже расскажу, а пока, такие некие вехи, да, вот на что учился, где пригодился. Я закончила музыкальное училище, потом филологический факультет, работала в школе, очень рано вышла замуж, в 18 лет, в 19 почти родилась дочка, и я работала в школе, как-то, знаете, очень мне всегда хотелось нечто большего, чем было в моей жизни. Вот я что-то делала, и мне казалось, что нет, вот я, наверное, могу что-то еще, где-то еще. У меня было по 2, по 3 работы. Хотелось жить сейчас и сегодня, не завтра, не через 10 лет, а вот здесь и сейчас жить и пользоваться всеми благами жизни. И, конечно, как-то реализовывать, чтобы было интересно, важно и выгодно вести свое какое-то дело. И вот в 94 году я открываю частную школу, где мы готовили деток по специальной программе, по системе Карла Орфа. Я им преподавала музыку, ритмику, азбуку вежливости, английский язык у них был, ИЗО. Интересная была такая программа. Я ездила в Министерство просвещения, образования в Москву и официально открыла школу эту в 94 году в июле. И вдруг, знаете, вот я ее открыла, и вот начинается учебный год, и у меня такие мысли, а что дальше? Я вдруг себя поймала на мысли, надо же, я же ее открыла, это же так нелегко. Сейчас думаю, господи, мне было 33 года. Вот не каждый как-то реализуется, да, в 33 года вот свою какую-то мечту не воплотить. Но в то время в России, видимо, то ли рождаемость меньше была, закрывались детские сады, они пустовали, мне отдали целый детский сад. И вот я такая, открыв вот это все, получив все права и начав вот эту работу официально, так сказать, вдруг понимаю, что дальше? Я поняла, что мне очень важно, чтобы была какая-то перспектива роста. Вот это я поймала в себе, вот такую мысль, что мне очень важно знать, какой следующий шаг. Вот очень важно слушать себя. Я не знала никаких психологов, никогда, я интересовалась, мне было интересно, что со мной происходит, почему это происходит, что это такое. Вот, и в декабре, по-моему, я была на родительском собрании, там одна из мамочек, у своей дочери была на родительском собрании, и одна из мамочек подала мне так вот брошюрку Мэри Кей, и я говорю, вы имеете к этому отношение? И она с такой гордостью сказала, да, я консультант по красоте. Я думаю, мамоньки родные, как она красиво говорит, как она выглядит дорого, какая она вообще необыкновенная какая-то. Я сидела рядом с ней и думала, я же вроде тоже занимаюсь своим делом, да, вот у меня школа, а вот я чувствую рядом с ней себя как-то робко. Вот что такое в ней необыкновенное. И опять же, вот этот вот внутренний такой процесс, вот эти все внутренние вопросы, которые поднимались, да, во мне. Вот. И уже буквально через некоторое время я оказалась в Москве по своим делам, по школьным, и меня просто попросили привезти заказ, вот эта барышня, которая проводила класс. И там в Москве я знакомлюсь с другими женщинами, которые там, знаете, это только в России, наверное, такое возможно, выпускники МГУ, выпускницы
лесотехнический институт, потом мои, Лиза Козлова, это, знаете, построение взлетных полос на английском языке. Ну, такие умнейшие барышни, просто невероятно. Я вот такая смотрела на них, думаю, интересно, а что они делают? Неужели они тоже вот проводят вот эти классы, там что-то, вот, занимаются этим, но не может же этого быть. Как? Они же так учились, и, наверное, есть возможность реализовать себя вот в той области, где они имеют соответствующее образование. Вот такие мысли у меня были, но мне хотелось быть вот где-то среди них, где-то рядом с ними, хотя я... А почему, Лена, почему тебе хотелось быть рядом А с они были ними? настолько увлечены шалпаном, что вот как бы я ни была увлечена своим делом, я же организовала лучших преподавателей, там методисты ИЗО, методисты преподавания английского языка детям, то есть это были лучшие. И тем не менее, вот то, насколько они были увлечены, они на меня вообще не обращали внимания, так поприветствовали, поскольку я с Таней была, и они были очень увлечены своими какими-то разговорами, своими делами, и это было настолько как-то... Мне так хотелось понять, что они там, о чем они там говорят, что они там такое делают, потому что это то, что невозможно придумать или сыграть. Когда человек занят своим делом, которое ему интересно, важно и, скорее всего, выгодно, да, иначе вот, знаете, вот эти вот три составляющих, насколько я понимаю, они обязательно должны совпасть. Если тебе только интересно и нет вот этого вот, ну, скажем так, возможности, перспективы роста карьерного, да, и если это тебе невыгодно, например, то ты все равно уйдешь. Ну, нормальная женщина, ну, не будет она делать то, что ей там невыгодно или неинтересно, тем более, или нет какой-то перспективы. Да? Вот я, по крайней мере, поняла, что, ой, мне, оказывается, важна перспектива. Оказывается, очень важно знать следующий шаг. Эти картинки, я сама это фотографировала из своего окна, вот этот мост Благовещенский, а вот эта картинка, это я шла из Мариинского театра, здесь справа музей, военно-морской музей, а здесь остров Новой Голландии. Шалпан, приедешь, мы с тобой обязательно погуляем здесь, и по этому мосту пройдем по красивому. Обязательно, непременно мы это сделаем с тобой. Так вот, и таким образом я и в Москве, вот та барышня, которая мне там отдала заказ, это тоже вид из моего окна, это Академия художеств. Вот сейчас чуть-чуть немножко попозже расскажу, как я вообще здесь оказалась, как невероятно это свершилось. Вот буквально несколько штрихов. Я оформилась, надо было там какое-то свидетельство, индивидуальным предпринимателем надо было стать. Нужно было, ну, массу сделать вещей, которых я вообще никогда в жизни не делала. И то, что сейчас, например, ну, уже это люди не делают, сейчас гораздо проще все это совершить, да, а тогда вот нужно было именно так. Я вообще никогда в жизни не думала, что мне надо будет что-то там считать и какие-то вообще продавать, какие-то помады, господи. Но я оформилась, думаю, я себе просто буду заказывать, просто себе, да, и мне больше ничего не надо. Вот. Но начала, я же обязательно моим подружкам всем говорила, если я что-то находила интересное в этой жизни, ну, много было интересных каких-то направлений, каких-то там, тогда было такое время, когда вот распался как раз Советский Союз, и какие-то люди открывали для себя новые возможности, да, которых не было, и как раз возраст такой соответствующий был. И я стала рассказывать, и совершенно невероятно я вдруг поняла, что люди покупают это. Господи, я думала, кто вообще купит эту помаду за 48 тысяч рублей? Тогда были тысячи и миллионы в России. Вот, тогда мы еще были все вместе, и Казахстан в российском отделении, и Украина, и Молдова, и Беларусь, и все мы были вместе, и развивались, росли, это было чудесное, дивное время, просто чудесное. Я вспоминаю это как, ну вот вместе мы росли, а сейчас уже такие отдельные в каждой стране свои отделения, компании. Ну, конечно, жизнь не стоит на месте, и любое дело претерпевает какие-то изменения в зависимости от каких-то внешних обстоятельств и каких-то
моментов, которыми полна наша жизнь. Что же было дальше? А дальше как-то стремительно родители просто говорили, что они... Ну, мама меня поддерживала всегда, а отец говорил, я тебе руки не подам, ты музыкант, у тебя там 2 отличных диплома, что ты делаешь, как ты можешь? Это же стыд-то какой, какие вообще помадки? Но я не могла остановиться, мне было это так интересно, я летала в Москву без конца, уже получилось, что мне надо было с заказами летать, я приезжала, там получала информацию, какие-то минутки, какие-то там, ну, время такое короткое, которое я могла общаться, улетала, прилетала. И, в общем, это было очень интересно, и я понимала, что это очень выгодно. Через полгода стала директором, это возможно на моряке, и поехала в Даллас на следующий год, через год туда, на этот завод моряки, в этот офис. Потому что, знаете, вот человек увлекающийся, увлеченный такой, и мне надо всегда потрогать своими руками. Вот мне бесполезно рассказывать сказки, я хочу сама потрогать своими руками. И это не было исключением. Я послушаю немножко, а потом мне надо пойти и проверить. И оказывается, это правильно, потому что вот, значит, получается, в 95-м году пришла, в 99-м, в 98-м грянул кризис в России, когда там доллар в 5 раз дороже стал, и, ну, было так не сладко, бизнес прям буквально вот так вот разломался пополам, очень многие люди ушли, и это было немыслимо, вот в 5 раз дороже, да, доллар, тут в 2 раза он подскочит, и то, ну, это как-то непонятно, да, но, тем не менее, слава богу, я только думала, господи, хоть бы только моя компания осталась в России, хоть бы только осталась в России, больше ничего не надо, потому что, в первую очередь, себе хотелось все эти средства чудесные, вот это все я своими руками из собственного окна, вот эти фотографии справа, это Академия художеств, а это... Какая красота! Ты любуешься этим каждый день. Да, каждый день. Да, каждый как день. Классно. Ну, допустим, проезжаю мимо. Дело в том, что мы с сестрой жили здесь, может быть, на Почтамской улице. Это было очень давно. Я же 45 лет здесь не была. И вот благодаря моряке нам вдруг устроили в 2018 году, устроили ассамблею здесь. И мы жили в Англитере, эти мероприятия проводились в Астории. И у меня из окна был виден Исаакиевский собор, и я такая смотрела, плакала и думала, Господи, я с ума сошла. Я же хотела здесь жить, уже родители мои ушли из жизни. И мама перед смертью говорила, Леночка, делай, что хочешь. Ты всю жизнь работаешь, всю жизнь кому-то помогаешь, всю жизнь ты что-то там делаешь, но ты делай что-то для себя. Вот делай, что хочешь. И вдруг я поняла, что я даже не знаю, что я хочу. Представляете? И потом, когда уже мамы не стало, через какое-то время я подумала, что, наверное, я все-таки хочу уехать отсюда, потому что, ну, как-то я очень много по России, у меня консультанты от Камчатки до Кавказа, 7 тысяч человек, замечательные женщины. Это не значит, что я туда ездила, не значит, что мои консультанты там кого-то приглашали, потом я летала, обучала. В общем, вот такая вот система, я думаю, что она везде, вот в этих таких, в таком маркетинге, она везде одинаковая. Но я очень много летала, и ловил себя на мысли, да, вот это в Монако, когда уже я стала национальным директором через 10 лет, это мы возле отеля де Пари, это какая-то у нас была парусная регата на возможность путешествовать. Дело в том, что в компании нет ни территориальных, ни возрастных, ни социальных каких-то ограничений, вот их вообще нет. И, конечно, вот это мой инструмент. Вот стартовый набор, который, вот Шалпан, ты знаешь, да, стартовый набор, в котором продукция, зеркало, книжечки моряки. И вот это мой инструмент. И это то, что я могу предложить людям при помощи этого инструмента. Ну, вот как у, допустим, парикмахера там ножницы, там что-то еще, там, ну, чем они пользуются, фен, допустим, да. А так у меня есть стартовый набор, в нем есть определенный набор продукции, да, я даю его
попробовать. Все очень просто, вот просто предельно, предельно просто. Вот. И эти поездки, компания, я с компанией побывала, наверное, полмира объехала, это точно, и Австралия, и Аляска, и Канада, и ЮАР, и вот Монако, и Аргентина, и в Америку, ну, без конца, пока вот не свершились все эти события. В 2019 году, перед пандемией, последняя была поездка туда, там открыли новый завод огромный, с такими вообще космическими технологиями. Это очень интересно. И, вы знаете, я так благодарна своим родителям за то, что они меня приучили ценить любой труд. Вот любой труд, любого человека. Я помню, знаете, как когда мой муж оказался в армии, его призвали в армию, это было, ну, в 80-м году, дочке был годик, и он ушел в армию, да, и мне надо было как-то, родители, конечно, помогали, но да я к чему говорю? К тому, что помимо моей основной работы в музыкальной школе, я по вечерам еще мыла пол в инженерном корпусе заводской столовой. Да, инженерный корпус завода, там машиностроительный завод был, там, где я жила, мама меня устроила, и я там это все мыла, вот, и понимала, что я совсем не хочу вот это вот физически, это так нелегко, я такая тоненькая была все время, вот эти стулья какие-то поднимать тяжеленные, нет, не хочу я физически работать, это вообще не мое. Еще я четко поняла, что я не смогу ночью работать. Это же как ночью, так вот, если не спать, то же вообще не человек с утра, да, то есть надо выспаться обязательно, комфорт я люблю очень, вот, и как-то вот для себя я решила, что да, как здорово, что у меня есть мое образование, там, что я могу в музыкальной школе работать, детки, эти музыка, красота такая чудесная, и вот, наконец, еще и моим инструментом оказалась косметика моей любимой компании, вот, и возможность повидать мир, возможность сформировать, знаете, свой круг общения. Лена, вопрос. Вопрос. Вот смотри, ты работала, у тебя была стабильная работа, да, ну как бы вот служащий, да, и вдруг раз, и ты идешь совершенно в другом направлении. Для многих это как бы, ну, очень сложно сделать. Вот как ты сделала этот шаг в неизвестность, оставив свою стабильную работу? Шолпан, я так понимаю, вот спасибо тебе за вопрос, я очень хорошо понимаю людей, которые не решаются это сделать, потому что я жила вдвоем с дочкой, с мужем мы расстались, и я понимала, что это единственная, как, скажем так, гарантированная такая, какая-то гарантия какой-то там, зарплаты, каникул летних, да, 48 рабочих дней мне очень. То есть были свои преимущества, и потом, ну, какие-то достижения, да, то есть открыть школу, это не каждый мог сделать, да, тогда. И я еще какое-то время, я совмещала эту работу и вот свое новое занятие. И в какой-то момент, знаете, просто поймалась на мысли, что мне надо лететь в Москву за заказами. Тогда еще не было доставки, как сейчас, не было еще таких всех преимуществ, которые есть сейчас. И я поняла, что я там держу какую-то карточку там из бархатной бумаги, которую я сама делала деткам, какой-то мешочек, в нем нотки из бархатной бумаги, что-то там я наклеивала, и дети там, не знаю, нотной грамоты, они играли на музыкальных инструментах, которые мы же с родителями делали на уроках, вот, там всякие палочки, потом из этих самых, из грецких орехов, в общем, вот, творили, что хотели, вот, и вдруг я поняла, что мне там улетать завтра, а я еще не предупредила, и я поняла, что я здесь, и меня здесь нет, я поняла, что это конец, что я должна уйти. И я уже не вышла, с сентября я уже не вышла, то есть лето пришло, то есть я проработала, получается, 9 месяцев, то есть 9 месяцев я совмещала эту работу, и уже на 10-й месяц, на 9-й месяц я уже не вышла. Вы родили, вы просто родили, вы 9 месяцев ходили беременной немножко,
а потом родили свою новую жизнь. Видимо, да. Родилось, да, точно, спасибо. Я даже никогда не думала об этом, правда. То есть я поняла, знаете, еще что там с июня, ну, там определенная программа в каждой компании, наверное, есть, и у нас программа там была от 1 до 4 месяцев надо было там сделать, чтобы стать директором. Я ее сделала за 2 месяца, потому что это был отпуск, и другого времени у меня не было. Я ее выполнила, и с 1 августа стала директором, и поняла, что, божечки, ну, когда я получила первые директорские комиссионные $3000, я поняла, Это что... год вашей зарплаты в школе. Так это же было в несколько раз больше зарплаты. Я же говорю, это год зарплаты. Кот мой. Кот. Ой, ну вы пока отвлеклись, я хочу, знаете, как дополнить ваше высказывание. Вот вы сказали, что вы, как бы, многие не решаются уйти с госработы, а я никогда, можно сказать, не работала, я просто числилась какое-то время в декрете, пока вот я типа была, но просто чисто формально меня оформляли, я даже на эту работу никогда не ходила. И я вот, ну, считайте, мне 43 года, и я смотрю вот на сестру, на всех вот, кто работает на госработах, и я так думаю... Вы мне скажите, пожалуйста, как вы там живете вот так вот? Я не представляю. Вот просто я себя не представляю на госработе, чтобы я в 8 утра встала, пошла и до 5 сидела. И это все 5 дней в неделю, и только 2 выходных. Как у меня маленький говорит, у меня находной? Я говорю, да, находной. А в садик не иду? Я говорю, не идешь. Я говорю, у тебя 2 находных, потом 5 дней садика. Он теперь приходит во вторник в садик и говорит, у меня завтра находной. Я говорю, здрасте, приехали, завтра среда, ты идешь в садик, у тебя еще 3 рабочих дня, потом у тебя 2 находных. Он, нет, я хочу находной. Я говорю, не бывает хочу, ты идешь в садик. Я говорю, у меня находной, когда я хочу, а у тебя 2 дня выходных. Здорово, Катя, это здорово, что у вас столько есть душевных сил, и уже условия другие, менталитет уже другой. В 43 года, моей дочери в этом году будет 44 года. Вы, наверное, я так поняла, что мы ровесники, да? Потому что папа у нее пошел в армию тогда же, когда и мой служил. Да. Вот. И я что хочу сказать, что... Мне будет 44 тоже. Кошмар. В этом году, да? Да. Просто, когда вот начались вот эти все брожения там в обществе в нашем, там какой-то 89-й год, 90-й. Год перестройки, первый, да. наверное. Я приезжала в Москву к друзьям, и они мне говорили, слушай, что ты там делаешь в этом Челябинске? Переезжай в Москву, смотри, там какая-то голландская команда приехала, мы снимали фильм какой-то о русском, об алфавите, какие-то слова, там я на букву «С», какие-то сушки, какой-то самовар, в общем, я это все вот... То есть я была вовлечена в процесс, когда была в Москве, но как я могла оставить работу? Могла я оставить тогда? По сей день люди некоторые и очень многие так думают, как я оставлю госработу. Только тогда, когда я получила деньги в руки, вот эти там 3000, я поняла, что я могу зарабатывать и от продаж, и еще от того, что я вот, смогу получать вот таким вот образом, то есть возможности. Но я считаю, что это правильно, что нельзя верить, опять же, то есть я не просто поверила, еще проверила, я на себе это все, в руках я это все в руки взяла. Хорошо, что вы за 9 месяцев родили, а некоторые ходят вечно беременными и пытаются и на 2 стульях усидеть, и на госработе, и деньги заработать в такой, скажем, свободной обстановке. Но когда они уходят с госработы, они зарабатывают в разы больше, нежели сидя на 2 стульях. Это человек должен сам для себя решить, какое-то внутреннее решение принять. И, конечно, когда ты сама решаешь, что я буду делать, да, поеду я отдыхать, или я планирую свой отдых так же, как и работу. А тут вот справа я в Индии каждую зиму. Ну вот сейчас, конечно, с этой пандемией, потом то, что сейчас у нас тут творится, да, конечно, все немножко сместилось, все немножко как-то перепуталось. Но обычно месяц-два зимой я жила в Индии, прямо на берегу океана, вот слева. И, конечно, очень важно еще, какие учителя говорят, что когда ученик готов, приходит учитель. Это мои учителя чудесные, датчанин Юрий Ларсон, Нукуну Ларсон, и Вера Леонтьевна Савельичева, она руководитель была психологического центра «Вера» в Зеленограде, и я была с ней вместе 20 лет.
20 лет, 21 даже, да. И она, конечно, очень много. То есть любой вопрос, который у меня был, я ей звонила или приезжала, и она мне очень много в жизни вот такое направление чудесное дала, и по бизнесу, и вот все время, вот знаете, как мои духовные родители. А в Индии Нукуну, он ученик Оша, и они ровесники с Верой Леонтьевной были, и просто Вера Леонтьевна ушла из жизни 2 года назад, вот, а Нукуну жив, и сейчас, кстати, на Гоа. Они на фотографии сидят, как ваши родители. Вот да, представляете? Я так опустилась на колени. Что-то там сказал ребенок. Да. Я думаю, что найти учителей можно просто звук выключить, чтобы не было слышно. Я думаю, что найти наставников – это очень важно в жизни, правда? Потому что мы же питаемся и качественной информацией в том числе, либо некачественной. И мы сами ищем и находим, если ищем тот источник, из которого мы пьем вот эту информацию, эту воду чистейшую. Я предпочитаю пить из источника чистейшую воду, что у Инны Тляшиновой, да, то есть какое-то время, сейчас как-то я немножко от этого отошла, но все равно время от времени встречаюсь здесь с теми, с кем учились мы. Кто были там? Бываю с ними на классе, на разборах. Ретритах. Вот завтра поеду, кстати. Вы же в курсе, что ваши начальники, это же как бы как ваши родители. То есть такое же отношение, как у вас к начальству, это ваше отношение с родителями. Ну, конечно, да. Да, вот поэтому и на фотографии тоже вы сидите по иерархии ниже, а они как родители выше. Классная фотография. Да, чудесно, очень люблю ее, потому что я очень искренне благодарна вообще им за то, что они в моей жизни появились. Вот. И в 2018 году я буквально поняла, что я хочу переехать, и оказалась в Санкт-Петербурге. Через месяц уже с чемоданчиком приехала сюда. И вот Вера Леонтьевна мне все время говорила: ну что ты пристала, зачем тебе там продавать, здесь покупать? Сними квартиру и живи, весь цивилизованный мир так живет. Может, тебе не понравится там, где ты купишь, может, ты там... И я приехала и думаю, была не была. Вот так сниму квартиру и буду жить, и мы нашли с Наташей вот эту вот квартиру прекрасную. Я бы даже сказала, это пространство. Здесь 200 метров, и это пространство какое-то исцеляющее даже оно какое-то очищающее, оно какое-то, дому 212 лет, но вот оно какое-то очень светлое, очень теплое. Мне, вот что бы ни было там за окном, что бы ни случилось, я прихожу сюда, и вот у меня есть приятельница, остеопат, доктор, и она говорит... У вас перед домом вода, да, там? Да, у меня перед домом река. Поэтому у вас хорошая там аура и обстановка. У вас идет очищение пространства за счет этой воды. Причем, знаете, как мощно, Кать, мощно, припушно. Она же течет, она же движением, эта вода, поэтому... Это Поэтому, когда река... покупаешь квартиру, надо выбирать, что вокруг. Смотреть, куда твои окна смотрят, куда ты выходишь, что у тебя перед входом в дом. Классная вещь, между прочим. Это мы в Эрмитаже, я провожу тут всевозможные встречи, прилетают мои барышни, мои консультанты, директора из разных городов. Мне очень нравится эта фотография. Это мы делали в Эрмитаже, в зале, где это парадные залы, и нам сделали там несколько фотографий. Вот. А предыдущие, можно вот предыдущие вернуть, Шалпан? Я, знаете, о чем хотела сказать, что вот женщина, она воплощается сначала как женщина, да, рождаются дети, мы даем им имена, эти фотографии я не случайно разместила здесь, вот Виктория, это я придумала, с дизайнером работала, это название моей национальной ветви. Ну, это победа.
Виктория, да. И сама придумала, я хотела, чтобы бабочка была, чтобы радуга была, вот мне так очень хотелось, вот это знак моей национальной ветви. А потом, когда уже детки подрастают или параллельно с этим, женщина рождает проекты и дает им имена. Вот это имя моего проекта, такого социального проекта «Виктория», и то, что я помогаю женщинам как-то реализоваться в этой жизни, я очень рада, что в руках моих этот инструмент, вот эта помада, как инструмент, Шалпан, ты так соединила здорово это все. Спасибо. Да. Это просто картинка, это у меня такая картиночка на моей визитке. Вот. Но еще хочу сказать, что, конечно, настроение, которое мы сами себе создаем, можно из лимонов делать лимонад, да, а можно морщиться от того, что очень кисло, к примеру, да, а можно просто вот радоваться так, как эта барышня радуется. Вот, Ну все да, надо сделать создавать радужное настроение. Да, и знаете, я когда просыпаюсь, первое, что я делаю, благодарю Бога за то, что я здесь живу. Сначала думала, ой, ну пройдет эйфория, надо, конечно, что-то другое снять, не такое дорогое, не такое, может быть, такое серьезное, да, но никак не могу, думаю, Господи, спасибо тебе, помоги мне, пожалуйста, еще, ну хоть немножечко здесь пожить, потому что это невозможно красиво, это невозможно здорово. И я когда переехала, честно вам скажу, я даже не знала, что это за здание. Я все забыла с детства. Я даже когда переехала, брала экскурсии, ездила по городу с экскурсоводом. Не сразу у меня машина, там пока я ее перевезла из Москвы. В общем, не сразу стала сама ездить. Вот. Ездила с экскурсоводом, он мне все объяснял, я потихонечку восстанавливала все в памяти. За 45 лет, понимаете, да, почти все забыла. Вот. И такой, знаете, новый этап жизни, новый какой-то... Вот за свою жизнь я поняла, что если не напрягаться, если просто вот жить в таком, знаете, настроении, в таком комфорте, пусть даже иллюзорном, ничего в жизни не изменится. А чтобы изменилось, надо осваивать какой-то новый навык или осваивать что-то новое обязательно осваивать, чтобы новые нейронные связи там образовались, чтобы новые навыки какие-то появились. И так я же в детстве хотела балетом заниматься сильно-сильно, вот. Но родители отдали мне музыкальную школу, никакого балета, а сюда переезжаю, представляете, Facebook открываю через полгода, нет, где-то прошло, полгода прошло, открываю Facebook, а там написано: Диана Вишнева, народная артистка России, открывает в Новой Голландии группу 50+, пожалуйста, приходите на балет. Я такая, едва дождалась утра, я даже спать не могла, звоню и спрашиваю, а если я никогда не танцевала, вы меня возьмете? Они говорят, не важно, как вы двигаетесь, важно, что вами движет, приходите. Я туда пришла и начала заниматься, началась моя эпопея с балетом. Девочки, это было что-то необыкновенное. Мне было 58 лет. Ровно через полгода, в июне, у нас был дебют в Александринском театре. То есть мы занимались классическим балетом на репетиции, на классах мы занимались. Впервые в жизни, я никогда в жизни не стояла у станка. У меня, кстати, станок вот стоит теперь, мне его подарили друзья на Новый год. В этот же год они мне его и подарили. Но показывали мы современный балет в стиле Пимы Бауш. У нас было 12 человек. Это была немка из Германии, у нее муж дипломат, они здесь жили, кореянка Суньон. И, в общем, это была такая, знаете, сборная. Кто-то из них балетом занимался, кто-то никогда так же, как и я, не занимался. Но это был современный балет, и это был такой некий симбиоз между музыкой, словом и движением. И это было невероятно. Это, наверное, самый счастливый момент мой вообще в этой жизни здесь. Это было просто невероятное общение с Дианой Вишневой. Я думаю, что вы слышали это имя. Она и солистка Мариинского театра, и американского балета, Нью-Йоркского театра, и вообще по всему миру ее знают, конечно. Она невероятная такая
это балерина, просто необыкновенная, Диана Вишнева. Вот. Потом у нас ровно через полгода был второй спектакль уже в декабре в Эрмитажном театре. Это было, ну, это был тот же самый, но немножко он был модернизирован, переделан. И для меня, конечно, я же такая, мне же надо одной, не надо мне никого, я такая вот, я, как сказать, командный игрок, конечно, но вот чтобы понимать, что от меня там зависит, вот такие вот штрихи к портрету, да, а тут я осознавала, что если только я шаг вправо, шаг влево не так сделаю, то вся цепочка вот это рухнет. Представляете, это настолько было для меня новым, настолько было для меня вообще невероятным совершенно. Нашим художественным руководителем был Алексей Кононов, он был солистом Большого театра, они учились с Дианой вместе, а потом он вот был художественным руководителем этой студии, сейчас у него своя студия, за время пандемии он ее открыл. И он какое-то время работал в Берлине, долгое время. И вот потом он вернулся с Дианой, ну, Диана его пригласила к себе в студию, вот, и мы должны были в апреле 2020 года ехать в Дрезден на гастроли. То есть он организовал эти гастроли, ну, а случилась пандемия, понимаете же, да, поэтому дальнейшего движения не случилось, вот, и потом закрылось на 2 года все это, но, одним словом, я еще не вернулась туда, потому что только закончилась пандемия, тут началось то, что началось в мире, да, вот, и пока я как-то, ну, это такой, знаете, этап моей жизни, этап моей самореализации, совершенно невероятный, абсолютно какой-то необыкновенный. Я думаю, что стоит давать себе за труд делать то, что хочет твоя душа, давать себе за труд ну, как-то реализовывать свой талант там, где даже кажется это невозможно. Ну, это невозможно. Скажи, кому 58 лет, ты ненормальная, что ли? Куда ты пошла? Но я иду туда, куда мне зовет моя душа. Всегда я это делаю. Вот, поэтому... Так, какие у нас еще есть фотографии? Что-то у нас есть еще. Знаешь, я хочу добавить, Лен, я тоже, когда на 2-м курсе училась биофака, я тоже пошла на балет. Там был любительский кружок, прям классического балета, мы стояли у станка, мы прямо занимались, вот так, знаешь, у нас прям вообще было как вот по-настоящему все. Так что я тебя очень понимаю. Понимаешь? Это тоже оттуда же фотографии, ну, я регулярно собираю, вот в мае приедут мои прекрасные барышни, мы будем на красном корабле, тут, ну, может быть, не на красном, в этот раз мы на красном катались, ну, просто программа такая красного цвета, поэтому они все в красном, но в Эрмитаже, конечно, они там ошалели от этой красоты, кто-то вообще впервые прилетел в Санкт-Петербург. Я стараюсь, конечно же, в самые лучшие места вести, и когда был юбилей моей национальной ветви, 15 лет, я его проводила в Астории. Почему? Потому что я ничего другого не знала, маленькая. Надя меня водила туда, сестра. Водила туда, где из чашечек императорского фарфора, там в этих чашках подают чай, подают кофе, там подают на накрахмаленных салфеточках. Ну, я думаю, что вы там были или будете обязательно. Вот. И она меня спрашивала только: Леночка, тебе здесь нравится? Я говорю: да, мне очень здесь нравится, мне здесь очень хорошо. Я очень хорошо это помню. И ничего другого я не видела. Ни столовых никаких, ни каких-нибудь там, ну, чего-нибудь там, вот, я не знаю. Я говорю, когда мы приходили в какой-то магазин дорогой, мерили что-нибудь, я такая девочка с Урала, я говорю: Надя, зачем мы это меряем? Это уже я вам как психологам говорю, мы же это не купим. Она говорит: а откуда ты узнаешь, что для тебя хорошо? Откуда ты узнаешь, что она меня приподнимала над моими же собственными какими-то представлениями, ощущениями и давала мне возможность там в театр какие-то, в музей, куда-то. Я в Эрмитаже практически жила, чуть ли не каждый день туда ходила, в этот Эрмитаж, но это все рядышком было, мы жили где-то в районе Исаакиевского собора. Вот, наверное, еще есть фотографии, да, сейчас мы посмотрим, что там есть еще.
О, конечно, у меня дружище есть, кот такой, которого я привезла из Челябинска. И думала, господи, как он тут в 200 метрах, что он тут будет делать? Он, наверное, потеряется здесь, испугается. Нет, он Он будет как король. Что-что? Как король будет там. Он такой британец, на английской набережной ходит. Такой Ой, у меня тоже британка. Вот такой замечательный. Я хочу сказать, что, знаете, в этой жизни, нет, еще, давайте вернемся на предыдущую. Ой, это как-то случайно у меня прилетела картиночка, но, видимо, не случайно. А вот это справа, я в халате в отеле в Рождество, мы приехали с подружкой, у подружки 3 детей на тот момент было, и мы с ней полетели на Рождество в Нью-Йорк, и побыли там вдвоем, просто гуляли, просто увидели этот рождественский Нью-Йорк с их этими благотворительными какими-то песнопениями, с какими-то этими вот акциями. Я окунулась, это вот просто кино, которое можно было снимать. И это такая была красота, и вот эта чилийская клубника в Рождество, и вот эти все убранство этого Нью-Йорка, и американские это елка необыкновенная там перед Рокфеллер-центром, и вообще все вот эти вот атрибуты рождественские, они, конечно, невероятные. И я хочу сказать, что это такое счастье, что вот есть способность, есть возможность радовать себя, да, радовать себя, близких, радовать друзей, может быть, ну, моих коллег, там устраивать какие-то встречи, устраивать какие-то интересные мероприятия. Это тоже творческая реализация, это тоже, наверное, момент самореализации, да, и это тоже, наверное, часть предназначения. Ну вот, то, что касается следующей картинки, она, видимо, случайно у меня как-то выпрыгнула, но значит не случайно. Знаете, я, когда только переехала сюда, я стояла у окна, это еще было до Академии квантовой психологии, я стояла у окна и думала, вот следующую картиночку, где схема поколений, да, 7 поколений, я стояла и думала, господи, это невероятно, я бы, наверное, я это не могла сделать сама, это мой род мне помог. Это, ну, невероятно, что я здесь оказалась. Это, ну, как это могло произойти? Здесь никто не живет, здесь, ну, это не жилое, я как бы не на английской набережной живу, а на улице Галерной официально, да, а просто окна выходят сюда, и это окна как бы технического такого помещения, но они все отделаны как под жилое, это моя гостиная, там кабинет, вот, и вот такая красота, и я точно знаю, что мои родители, которых уже нет в живых, но я точно знаю, что их живые души, они всегда со мной, и они мне помогают, и бабушки, дедушки, и прабабушки, прадедушки, и все мои, папа мой с Украины, мама моя, бабушка из Беларуси, а дед родился на Ильинке в Москве, представляете, вот судьбой, вот как судьба вообще распоряжается, это просто невероятно. И вот такие вот крылья мои, я их просто ощущаю, осязаю как-то, и они мне помогают реализовываться в жизни и как-то определяться с талантом, когда бывают какие-то сомнения или мысли, я обязательно обращаюсь. Я просто обращаюсь к родителям, обращаюсь к своему роду, обращаюсь к высшим силам, и я просто прошу их помочь мне, подсказать мне, благословить меня, благодарю их за то, что есть в моей жизни, потому что, ну, кто мы вообще сами? Мы полностью родились там со всеми там программами, с этой энергией удивительной, да, от мамы, от папы, и когда это осознаешь, многое в жизни начинает меняться и как-то приводится в порядок. Вот такие вот крылья чудесные, да, вот, что у нас там, все или что-то еще есть? Ну вот это тоже я сама фотографировала все, вот это прямо ночью в 2 часа, это Дворцовый мост, мне он очень нравится, Дворцовый мост, и, конечно, знаете, любое
любое какое-то, вот очень важно найти свое место в жизни, свое дело в жизни, да, свое предназначение в жизни. И еще вот прямо от всей души желаю каждому, кто будет смотреть эту запись, найти, это вот я из окна, вы можете себе представить? Из моего окна, это я сама фотографировала. Здесь летом есть этот праздник «Алые паруса», так называется день, когда выпускники празднуют выпуск из школы. И вот я из окна фотографировала и эту, а это мост Благовещенский, вот прямо из окна открыла и делала фотографии. Ну, это счастье, потому что это вообще моя любимая история «Алые паруса» Александра Грина. И однажды ночью, господи, аж глаз задергался от воспоминаний. Представляете, ни с того ни с сего я просыпаюсь в 2 часа ночи. Вот что это было? Как меня подружка из Москвы спрашивает, тебе здесь не страшно? То есть потолки 5 метров, здесь красота необыкновенная. Я говорю, нет, не страшно. И вдруг вот я в 3 часу иду к окну, это было лето, это был июнь. И это были белые ночи, конечно, но еще конец, это был, ну да, это был июнь. И, ну, вроде бы ночи, вроде бы это не ночь, но белые же ночи, видите, да, вот это ночь называется. Да, красота Вот, какая. вот так вот. И вдруг я смотрю, и мимо идут алые паруса. Видимо, что-то репетировали, что ли, я не знаю. Как мне надо было проснуться среди ночи, подойти к окну и вот это вот увидеть. Это просто потрясающе было что-то. Я даже не знаю, я потом уснуть не могла вообще, когда увидела этот корабль, как он величественно проплывал. А Нева — единственная река, которая вытекает из Ладожского озера и несет свои воды в Финский залив. И вот она очень глубокая, она очень вот рядом со мной 31 метр, потому что за Благовещенским мостом здесь такие океанские лайнеры до пандемии, до всех этих событий, да, вот они приходили здесь, останавливались, люди гуляли по городу и вновь возвращались и уплывали. Потом следующий корабль приходил, очень красивые корабли, вот, и, конечно, Нева стремительно несется, и Катя, оказывается, да, правильно сказала, здесь, видимо, очень обновляется вот эта вот, я не знаю, энергетика какая-то, и не случайно люди же жили у воды, да, и, наверное, это, ну, как-то имеет значение, что ты видишь из окна, и однозначно имеет значение, и я вот от всей души желаю каждой из вас, чтобы ваша мечта, вот моя детская мечта сбылась, взрослая пока еще не сбылась. Я, с вашего позволения, не скажу, о чем я мечтаю, о чем мечтает моя взрослая девочка, я не скажу вам пока, вот, но надеюсь, что она исполнится, и я обязательно с вами поделюсь этой воплотившейся своей мечтой, пока сбылась моя детская мечта, и вот эта вот моя девочка такая внутренняя, она очень помогла уже взрослой такой Леночке, да, Леночка помогла Елене, да, приехать сюда и получить столько эмоций, столько радости, столько событий разных, конечно, разных, потому что, знаете, было даже такое, что в том году, в котором я переехала, исполнялось 70 лет моей сестре старшей, и мы договорились, что не я в Одессу полечу, а она прилетит, ну, там отпразднует с детьми, вот, и прилетит ко мне сюда, потому что она не была здесь 1000 лет. И представляете, 4 декабря у нее день рождения, а она умирает, уходит из жизни 8 ноября. И это, конечно, был такой удар для меня, потому что, ну, это старшая моя сестра, и, ну, я как-то очень тяжело переживала ее уход, вот, и тем не менее, моей благодарности просто нет границ, потому что она открыла для меня и этот город, и эти удивительные места в этом городе, потому что ведь, ну, мы могли быть жить на какой-нибудь окраине, я не знаю, где мы могли бы жить, да, но мы жили там, где мы жили, она снимала квартиру в районе Исаакиевского собора, и мы выходили прямо на эту Исаакиевскую площадь, чай пили в Астории. Ну, я предпочитаю лучше водички попить в очень красивом месте, чашечку кофе, чем где-то наесться там неизвестно где, да. Вот, ну вот так вот я думаю, лучше жить вот так, да, и ну вот, и благодарить Бога за то, что есть в моей жизни. Шолпан, прямо от всей души тебе желаю приехать, пока я здесь.
Да, я приеду. Знаете, как говорила Вера Леонтьевна, покупай эту квартиру. Я говорю, да Вера Леонтьевна, она же это историческая ценность, кто же ее продаст? Я даже не знаю, она вообще, наверное, не продается. Она говорит, покупай, я тебе сказала, эту квартиру. Вот. Ну, в общем, вот такие вот дела. Так что живем, радуемся, реализуемся, живем в предназначении. И, конечно, жизнь все время посылает какие-нибудь задачки, которые приходится решать, да, ну, это как приятные хлопоты, которые... задачи действительно, то уроки какие-то, то задачи, то радости какие-то сыплются, но всегда, мне кажется, нужно отличать одно от другого, да, и по мере там возможности решать все эти вопросы. Вот. Лена, можно узнать, вот как ты пришла в психологию, вот именно в Академию квантовой психологии? Это было какое-то событие, которое тебя туда как бы привело, или просто чисто профессиональный интерес к психологии? Да, Шалпан, спасибо за вопрос. Знаешь, ушла из жизни Вера Леонтьевна в 2020 году. В 2021 случилась такая странная штука. 3 моих коллеги, что-то они там в другую компанию куда-то ушли, приехали на мое мероприятие и начали там своими делами заниматься. Ну, как-то вот так вот. И я так это переживала, и так мне было плохо, и я просила, вот знаете, я каждую среду хожу к Ксении Петербургской на Смоленское кладбище, в ее часовню, ее почитают здесь живой, ее почитают святой не только для петербуржцев, хотя она считается вообще ангелом для этого города. Я ходила к ней, я вообще просила, я утром хожу по утрам хожу по Благовещенскому мосту, потом по набережной, по Дворцовому возвращаюсь домой. Я просила Бога, чтобы он мне дал какое-то решение этого вопроса, не только решить его, но еще и выйти на новый уровень. Вот я о чем мечтала. Господи, помоги мне так не переживать, а осознать это, как-то принять это и принять какое-то решение и выйти вообще в новое сознание. Вот я о чем просила. Я не знала, как это произойдет. И в какой-то момент мне попадается в Инстаграм Инны запись какая-то. И у меня просто вот, я была как пронзена стрелой какой-то. Я поняла, что здесь я найду ответ. Я действительно, я нашла не только ответ на этот вопрос, еще на миллион вопросов ответы, и это было невероятно, конечно. И поехала в Беларусь впервые в жизни, там, в ту деревню, где бабушка родилась. В общем, начались в моей жизни какие-то новые энергии пошли в жизнь, вошли, и новые, совершенно, качественно новая какая-то энергия внутри. Вот такое было. Такая предыстория моего. А вообще психология, ну, с 99-го года я поняла, что есть вопросы, на которые я не знаю ответа, и мне родители не дают ответ на эти вопросы. Это касалось бизнеса. Но в бизнесе это же социальная проявка, да, твоя, моя была. Если не решены какие-то внутренние вопросы, то и в социуме они возникнут, они проявятся, да. Я не знала, что это взаимосвязано. И вот тогда я стала искать какие-то пути выхода. Я вышла на Веру Леонтьевну. Она выпускница 1-го или 2-го выпуска факультета психологии МГУ. Она вообще мудрейшая, прекраснейшая. Вот она организовала в Москве, в Зеленограде, это район Москвы, социально-психологический центр «Вера». Она его по 87-му году, по-моему, организовала и работала с семейными парами, вот, с родовыми вот этими всеми делами, с семейными. В общем, она очень-очень-очень мне помогала. Поэтому какие-то вот основополагающие такие знания по психологии. Она автор методики интеграционно-ресурсной терапии. Интеграционно-ресурсная терапия. И сейчас школа работает во многих городах. Кстати, куда мы ездили с ней, там везде сейчас открыты школы по этому методу ИРПИ, работают люди. Вот, и не только в России, по-моему, потому что много у нее было много последователей, учеников, благодарных. Вот ты знаешь, ты когда сказала, что все время говоришь, во-первых, перспектива тебя интересовала, и еще вот выход на новый уровень.
сознания. Вот это вообще настолько классно, это говорит о том, что ты такая осознанная. Вот, когда вот ты вот это стала ощущать, вот как бы поиск себя, поиск своей реализации, своего предназначения. Был такой поиск, кто я, для чего я здесь? Ну, я как-то вот осознала, что мне очень важно, да я очень быстро осознала, что мне должно быть интересно, раз, что мне важна вот эта перспектива, оказывается, это я поняла вот в 33 года, да, перспектива роста, развития. И я поняла, что я хочу жить здесь и сейчас, мне нужны деньги для этого. У нас как-то же не принято же говорить об этом, что там про деньги, уже все такие бессребреницы, да ничего подобного. Знаете, сколько это стоит, чтобы здесь жить? Сколько надо пахать, сколько надо заработать, да, и чтобы здесь жить. На деньгах нужно говорить, и нужно знать инструмент, где их заработать, да. Для того, чтобы жить, нужны деньги, нужна энергия. И, ну, это нормально, я считаю, что об этом надо говорить и Ну вот как знать. раз вот это и есть состояние души, интерес здесь и сейчас, как ты говоришь, и что-то там еще. Перспектива роста и Да. финансовая какая-то Да. опора. А вот как бы ты могла объяснить, почему кому-то это дается легко, ну, тебе, можно сказать, далось это легко, а кому-то нет. Вот никак. Когда человек хочет, он ищет возможность. Когда не хочет, он ищет причины. Найдет одну причину, две причины. 5 причин обязательно найдет, и чтобы этого не делать. Если ты очень хочешь каких-то перемен, я говорю, я же даже не 1 месяц ходила вот так и просила у Господа, ну, пожалуйста, я прямо искренне просила. Я ненавижу вот это состояние, когда я зависима от какой-то ситуации, от каких-то людей, там, от каких-то, когда у меня это без конца в голове крутится, да я терпеть не могу это вот я не люблю. Я должна быть свободна совершенно, ну, не должны сидеть. Знаете, иногда мы имеем какие-то мысли, а когда мысли начинают меня иметь, ну, извините, я буду просить кого угодно, чтобы только это все как-то трансформировать, чтобы как-то это все как-то переплавить и все, чтобы оно как-то чтобы оно все переделалось в правильные вещи какие-то. Вот, так что, я не знаю, может быть, как-то это, я же не психолог, я только учусь и постигаю, решаю какие-то свои вопросы, да, но психология мне очень помогает. А осознанность, на мой взгляд, знаете, это действие. Вот осознанность – это действие. Сегодня с Таней только с Бережко разговаривала, и она говорит, осознанные, мы осознанные. Я говорю, сегодня у Шалпан буду, сегодня с Шалпан буду общаться и с людьми, из чата, из команды, из клуба. Вот. И что-то мы как раз про осознанность говорили, и она говорит, это действие, осознанность – это действие. Мы говорим осознанное, осознанное. А что это такое? Это действие без чувства вины. Она прям так здорово мне это все объяснила, без чувства вины. Когда я чего-то хочу, я действую, я вот осознаю, что я делаю, как я делаю, зачем я делаю, что я за это. То есть, когда человек берет ответственность за свою жизнь. Да. Когда я беру ответственность, действую и не чувствую себя виноватой. Даже если что-то у меня не получилось, или что-то получилось не так. Мы же тут же всех собак на себя повесим, да, и думаем, вот, я там неправильно сделала. Ну, неправильно сделала. Я имею право на ошибку. Да. Надо вообще избавиться от этого чувства вины, вообще избавиться просто. Дать его. Мы уже сейчас же знаем, что это все. Да. Вот смотри, Лена, очень важный вопрос насчет коммуникации. Ну, ты знаешь, что люди – это все. Коммуникация с ними решающая роль играет в продажах и вообще в жизни. Коммуникация, как ее налаживать, как коммуницировать? Какие-то секреты, может быть, есть, какие-то шаги, техники? Только практика. Знаете, многие приходят и говорят, я не умею продавать.
Но мы всю жизнь продаем себя или продаем свои умения, навыки какие-то. Кто-то продает дороже, кто-то продает дешевле. И если не тренироваться, ну, в данном случае, если там повар не будет готовить, он никогда не будет поваром классным, не получит свою мишленовскую звезду или там 3 звезды, да, он не будет продвигаться, коммуникативный дар наш, ну, вот, мне кажется, вот Mary Kay пришла, чтобы развить наш коммуникативный дар. Ну, любая компания продаж прямых, да, а ты общаешься с людьми, ты потихонечку, ты учишься слушать, ты учишься выявлять там потребности людей, ты учишься говорить на языке клиента. Это основа коммуникации. Не о себе только говорить, а узнать, а что вам интересно, а что вы хотите. Что вам интересно, чем вы живете, что вы хотите. Это очень важно. И основа коммуникации, когда ты все-таки налаживаешь вот эти мосты, и ты с человеком говоришь на одном языке. Ну, вот, на мой взгляд, это так. А не просто вот я тут такая звезда, здрасте. Принимайте меня. Вот. Не знаю, не ответила, но... Как тебе удается подключить клиента к себе, вот, чтобы он захотел, вот прямо зажегся, появилось желание? И вообще, как относиться к отказам тоже? Этому обучаю, знаете, прямо вот у меня стоит вот здесь, представляешь, эти карты из Далласа. Да, новичков обучаю, как работать с отказами. Хотите? Катя, открывай окошко. Сейчас поучимся, как получать отказы. Я не знала, что ты задашь этот вопрос. Без проблем. Смотрите, старичкам говорю, слушайте, ну когда человек, вот что вы делаете, ну вот Катя занимается продажами, да? Катя, как ты реагируешь, когда люди заказывают тебе продукцию, что ты говоришь, или там что ты продаешь, я не знаю, когда тебе говорят, ну все, я у тебя забираю это там на $500, там, или в рублях, там, я не знаю, на 20 тысяч или на сколько, на 100 тысяч я покупаю у тебя продукцию, как ты реагируешь, что ты говоришь? Когда клиент говорит, что он покупает на 100 тысяч, без проблем, продаю. Ну, что твоя реакция какая? Я оформляю вам договор. Я вас поздравляю с удачной сделкой, с удачной покупкой. Поздравляю. Хорошо, а если ты вот говорила об этом, работала с клиентом, а он вот... он говорит, я пойду подумаю. Нет, я пойду подумаю. Или, ой, сейчас не до этого. Нет, твоя реакция. Меня интересует, как ты реагируешь на отказ? Нормально. Я уже дрессирована. Конкретно что говоришь? Ну ничего, в следующий раз будет ваше время. Ничего, в следующий раз будет ваше время, да, вот такой вариант. А есть вариант, это, знаете, я научилась в Америке, у меня, кстати, из Далласа вот эти вот карты такие, там я научилась этому. Ну, и такие молодцы, эти американки, очень такие веселые, классные. Вот, и что они говорят? Когда вам делают заказ или оформляют там соглашение, нужно, ну вот искренние чувства какие, ты же рада? Да? Ну да, рада, да. Я их поздравляю. Я так рада, ты приняла мудрое решение, или ты сделала правильный выбор. У меня, когда заказывают продукцию, я говорю, как я рада, Катя. Вот если бы ты заказала продукцию на $500, Катя, я так рада, ты сделала правильный выбор. Значит, вот я рада, да. Вот. Или ты приняла мудрое решение, решила стать там консультантом или, ну, в той области, где ты работаешь, да. Продажи, это же не важно, ну, мой инструмент Mary Kay, у кого-то это будет другой инструмент. Если же человек по какой-то причине отказывает, да, это где-то ведь моя недоработка, да. Не то, что недоработка, но что-то я не учла, что-то я не сделала. Если бы, наверное, я использовала все возможные там варианты. Просто клиент не созрел, или ему это не нужно, и все, и проблемы. Я сейчас со своей реакцией. Правильная реакция сказать спасибо. И никак не комментировать. Спаси Бог от меня же самой. Что-то я не так сделала. Да. Спасибо. И никак не комментировать. Самое главное,
Человек вообще сбит с толку, он думает, за что она мне говорит спасибо. Надо-ка с ней встретиться еще раз, понять, за что она меня поблагодарила. Спасибо. И что мы делаем с новичками? Онлайн прям провожу обучение. Я беру карту, давайте договоримся, если это будет картинка или туз, мы будем говорить «я рада». Это значит, согласились, купили на $500. Если это будут просто цифры, мы будем говорить «спасибо». Я рада и спасибо. Вот так вот мы учимся. Я рада. Я рада. Я не знаю, что там. Я рада. Я рада. Я рада. Представляете, сколько радости у нас? Ой, я так рада. Я рада искренне. Ну, спасибо. Спасибо. Я рада. Я вас Я поздравляю. рада. Представляете? Спасибо. Поближе сделай, чтобы лучше было видно. Не, я вижу. Вы чуть сместились с экрана. Спасибо. 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 Это что, подождите, цифра же? Нет, это этот самый туз. Туз? Я рада. Я рада. Я рада. Ой, это вообще какой-то. Это Ну, одним Джокер. словом, посмотрите. Вы Вот поняли. например, сколько карт там? 36 или сколько? 36. Я не 36, знаю. ну, если Представляете, это сколько надо раз больше. сказать спасибо и сколько раз надо сказать я рада. В зависимости от того, от статистики никуда не уйдешь. Все Да. равно поначалу придется когда-то сказать спасибо, когда-то сказать я рада, и это надо принимать. Вот как работать с возражениями? Да никак, господи, человек себе Да отказывает в первую очередь. Да. Он себе отказывает в удовольствии. Да. Ну, это же его Например, участь. Ко мне это не имеет никакого отношения. Я своим новичкам говорю, ты в Шалпан, самолете это летала? просто его участь, и все. Да, его да, карма. да. Ты в самолете летала? Ты помнишь, как идет стюардесса по салону и говорит чай, кофе, чай, кофе, чай, кофе. Кто-то Да. соглашается, кто-то берет, кто-то не берет. Я ни разу в жизни не видела ни одной стюардессы, чтобы она упала в обморок от того, что ей отказали. Так Да. почему ты падаешь в обморок от того, что тебе отказали? Господи помилуй. Да мне Да. вообще, знаете, как в Макдональдсе, свободная касса, следующий. Все. Вот правда. Поэтому вот это моя реакция, как я работаю с возражениями. Особенно, когда человек отказывается от какого-то классного продукта, правда ведь? Но если он отказался, он ему не нужен, и все. Он себе париться? не разрешает просто себе, его не проблема. позволяет. Нет, Шалпан, смотри, не все любят шоколадное мороженое. Если ты идешь Терпеть не могу. я понимаю, что кто-то любит там пломбир какой-нибудь или ванильное. Я понимаю, что спасибо, все, я пошла дальше. Я даже не задумываясь, ой, почему она отказала? Да мне вообще все равно. Да. Если что. Не, ну действительно, не у Большой. всех есть, понимаете, вот эта пропускная способность. Не не все буду. себе позволяют. Это же известная Знаете, есть факт. такая игрушка, вот я ее не случайно взяла. я Не купила. готов, как Катя же На говорит, берегу не готов. Байкала купила, смотрите, такая игрушка классная. Я знаю, курочки. Свою жизнь, знаете, Да. вот не надо напрягаться сильно. Вот рука, она вообще не напрягается. Я ее Да, показываю они директорам. Говорю, слушайте, нам дают продукцию, компания дает, нам дают возможности, люди сами это все берут, а ты только организуешь, ты ответственна за свое настроение, за свое собственное состояние внутреннее, да, и когда ты организуешь этот процесс, как мудрый такой, ну, не знаю, наставник там, или, да, они смотрят на тебя, они с удовольствием клюют, они с удовольствием работают, делают свое дело, а ты любуешься Наблюдатель. процессом, да? Вот. Да, наблюдатель, да. Да. Мгм. Так что вот Классно, так. Да. классно. Если я еще вам могу быть полезна, я буду с удовольствием. Ну, я для себя усвоила такое, как услышала правильное слово, говорить я рада. Обычно я говорю, я Это вас классно, да. Это классная техника вообще. Это, знаете, на самом деле об этом Вера Леонтьевна говорила. Может быть, американка, она другие слова говорила, а Вера Леонтьевна вот именно вот это говорила. Да, она взяла именно российский Это менталитет. сила.
Да, я совместила вот это Да. все, и сейчас новичков обучаю, дай бог, чтобы они это применяли, потому что это работает. Если это есть в голове, вот знаете, такая гибкая, как это, есть профессиональная, как же это называется, господи, Это Гибкость термин. профессиональная. профессиональная, а есть гибкая. В общем, надо быть гибкой, не надо циклиться на Да. каких-то Да. там, на каких-то там. Господи, Мгм. надо быть стрессоустойчивой, пошла вперед, пошла вперед. Да, обычно я клиентам говорю, я вас услышала. Все. Ну, или так, ну, каждый сам находит, да. Просто Главное, это чуть что- такое Тоже можно. чуть дерзко, типа, пошли вон. С подтекстом. Я была полезна, Катя, надеюсь, и тебе, и Шалпан. Да. Может быть, что-то полезное. Мне очень приятно с вами. Лена, можно еще вопрос? Как ты наполняешься энергией? Вот от тебя идет столько энергии, такой, знаешь, радостной, позитивной. Вот, ну, я, Ну, он конечно, понимаю, занимается у тебя любимым такое делом. окружение, да, окружение, вид из окна прекрасный, любимый город, любимое дело. Что еще? Но у меня этот вот бесконечный роман с городом, он просто бесконечный. Просто бесконечный. Потом встречи с любимыми людьми, встречи с детьми, они же наполняют нас эмоциональным здоровьем. Внучки прилетают, у меня 2 внучки замечательные, общение там с сестрой, с друзьями. Завтра поеду, вот, наполнюсь. Ну, где-то меня наполняет уединение. Кто-то не любит этого, а мне это очень нравится. Я очень много общаюсь с людьми. Даже Да. онлайн, все равно, когда большие там обучающие. Ну, да, конечно. Вот он, дружище, тут тоже валяется. Это такой Это моя кот дама. Хорошенький. Кот тоже доставляет Нет, удовольствие. это девочка. Это моя Это чикуля. девочка-кошка маленькая. У нее ушки вот такие, да, веслоухая. Да, она веслоушка у меня. Да, хорошенькая, хорошенькая. Да масса, господи, если, понимаешь, если я чувствую, что где-то я, ну, где-то, ну, как сказать, где-то мне нужно, я еду в Кронштадт, там есть морской храм, поднимаюсь под купол, там самое сильное место в Питере. Я гуляю по Кронштадту, сажусь за руль, еду, я любуюсь природой, я могу в лес уехать, я могу... То, что меня наполняет, я знаю места, где я наполняюсь. Я в храме нахожусь часа 3-4, потом иду на пристань, потом иду в ресторан, я гуляю, и я оттуда приезжаю вообще другой человек. Ну, у вас есть ресурсное место. Да, есть, да. Да, оно здесь само по себе ресурсное, но... Ну, в окно выглянули, река течет, класс. Да, здесь природа. вообще невероятная красота везде, она наполняет, конечно, настолько. Можно, конечно, и здесь, наверное, жить и бесконечно клянуть судьбу, да, но у меня нет на это никакого права. Потому что это такая красота, что, ну, я не знаю, это грех, наверное, не видеть этого и не относиться к этому так. Да. Лена, благодарю тебя от всего сердца за то, что ты Шалпан, согласилась. благодарю за встречу, общение с такими интересными дамами. Да, мне так повезло встретиться с Да, Леной. Шалпан, и мне повезло, спасибо тебе большое. Нам всем повезло встретиться. Да. На самом деле, вы знаете, я твердо убеждена, что мы вообще в этой жизни встречаемся для того, чтобы обогатить друг друга, добавить что-то друг другу. Потому что если мы отнимаем друг друга, это уже не для... Ну, взаимодействие, оно предполагает, наверное, все-таки обогащение.